На одном из самых закрытых авиационных заводов в России рождается Су-57, истребитель пятого поколения, который буквально потряс мир. Внутри завода все начинается с сборки металла от цифрового двойника самолета. Каждый болт, каждый кабель, каждая панель сначала существует в виртуальной среде, где инженеры проверяют нагрузки, на греве радиолокационную заметность, композитные крылья и фюзеляж формируются в герметичных зонах, где человеческий фактор минимален, а роботы трудят вся круглосуточно. Секретный аспект производства — особая структура композитов, которая поглощает радиоволны и дает PCC уникальные свойства невидимости сразу нескольких ракурсов. Отдельное секретное помещение посвящено покрытию, которое наносится послойно и визуально, отличается даже и для других заводов. Двигатели собираются в отдельном цехе, где каждый экземпляр проходит индивидуальную настройку, а система управления тягой калибруется от конкретный планер. Инженеры используют акустические камеры, чтобы снизить шумовую сигнатуру до аномально низких значений. Авион Су-57 объединяется в единую интеллектуальную сеть, где системы сами обмениваются данными, без участия пилота еще. Инсекрет — адаптивная архитектура бортового комплекса, позволяющая обновлять алгоритмы прямо на базе, как программное обеспечение. Финальная сборка происходит в закрытом ангаре, где самолет уже выглядит готовым к бою, но еще проходит десятки скрытых испытаний. Перед выкаткой на испытательный аэродром Су-57 подключают специальным стендом, имитирующим реальный воздушный бой. Здесь он учится распознавать угрозы, выбирать маневры и работать в групп без другими самолетами. Именно в этих стенах обычный на Бордеталей превращается в самый загадочный и боевой истребительцев ременности, способный менять правила воздушной войны. Torque on the main gear assembly is reading low. All right, let's retension it before we cycle the gear. Watch the clearance on the starboard side. Okay, bringing the cart around now. Final check complete. Clear to close. Roger that. Here we see the RVV MD-2 and the Ka-38 MLE missiles integrated with the Su-57 platform.